Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Realme 12 Plus. Очень прошу вас не путать с Realme 12 Pro Plus, с Realme 12 Pro и даже с Realme 12. Это отдельная линейка. Я сравню его по камере с Samsung A35, чтобы ребятам из Realme не было спокойно. Почему? Потому что, как вы прекрасно понимаете, хотя это супер-ультра-мега бюджетник, наверное, надо было бы с A15 сравнивать. Realme здесь показал себя не очень хорошо. Но давайте для начала о плюсах. Вы же должны как-то посмотреть этот обзор. Первое. Здесь есть IP53. И это значит, что вы сможете с защитой от влаги пользоваться устройством. Если мелкий дождик, сможете им пользоваться, но топить я его не стал и, разумеется, вам не советую. По поводу экрана, он супер-мега яркий, 2100 люксов в пике, 900 с лишним люксов он выдает в обычном сценарии использования. Это очень круто, учитывая, что плотность пикселей у него 391 ppi, и это плотность пикселей для среднячка. Если говорить о камере, она здесь у нас на 50 мегапикселей, и вроде бы можно рассказывать про то, насколько там все круто сделано, но я, как всегда, беру просто-напросто смарт, который, считаю, получше чуть-чуть снимает за те же деньги, и показываю, где там у Realme маркетинг. Камера неплохая, но она на уровне конкурентов. О конкурентах я расскажу чуть-чуть позже. Если говорить о процессоре, больше 600 тысяч в Antutu он выбивает, и Storage-то здесь тоже все хорошо, и вроде бы все волшебно, и мини-джек здесь есть, и вроде быстрая зарядка, которая такая тоже себе быстрая относительно. В целом смартфон интересен. В 12512 версии он сегодня торгуется по 21 тысяче на Алишке, поэтому по мне актуальный обзор. Ну а все остальное вы узнаете в ролике. Досмотрите обязательно, дорезюмирую, потому что здесь не все так просто. Хотя в целом, если ты смотришь на этот смарт, как у меня многие спрашивали, девушки, в 99% случаев, что это за бренд такой, какой классный дизайн. Но никто из них почему-то свои айфоны не захотел на него менять, даже старые. Хотя это уже другая история. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке желтого цвета из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 67 Вт. Далее есть силиконовый чехол, руководство пользователя, ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или одну нано-сим-карту и одну карту памяти до 1 терабайта. И это прям приятно. Еще бы во флагманах такое делали, а не в бюджете. Правда? Весит 12 плюс 193 грамма, а размеры его 163 на 75 на 8,2 мм без блока камер и 10,7 мм вместе с ним. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Чтобы выиграть смартфон, достаточно подписаться на канал с колоколом, оставить осмысленный комментарий больше 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в телеге и подписаться на телеграм-канал скидок. Все, вы автоматически тогда в розыгрыше. Единственное, не забудьте открыть свои подписки, чтобы рандомайзер вас увидел, если победите. На стриме присутствовать не обязательно, я напишу вам лично. Начнем. Приобрести данный смартфон можно в двух вариантах расцветки. Это темно-зеленая и бежевая. Тыльная часть выполнена из веганской кожи, а рама пластиковая. Дизайн модели такой же, как и в остальных смартфонах 12-й линейки, материалы тактильно приятные, да и собран смартфон хорошо. Ко всему, смартфон имеет еще защиту от влаги стандарта IP54. Мелкого дождика он не должен бояться, а также используется технология для улучшения сенсорного отклика даже с водой на экране. Но realme-вский аппарат я топить не буду. IP54 это все-таки совсем скромно. Эргономика смартфона неплохая, грани прямые, и лично мне его держать в руке комфортно. Но вот одной рукой пользоваться не всегда удобно. Хотя тут все зависит от размера вашей ладони. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны с шумоподавлением, 2 стереодинамика с сертификацией Harris Audio, звучание хорошее и динамики громкие. Опять же, для этой стоимости. Но единственная нулевая возможность настраивать что вибро, который тактильно неплохой, что сами динамики. Ну и перекос, разумеется, есть на нижний динамик, так что считаем это полуторка. Bluetooth кодеков на борту достаточно, на экране вы видите список поддерживаемых кодеков. Bluetooth здесь версии 5.2, что скромно, но неплохо. Мини-джек в наличии, а вот ИК-порта, к сожалению, нет. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED E4 дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением
2400 на 1080 пикселей, поддержка HDR10+, цветовой гаммой 100% DCI-P3 и соотношением экрана к корпусу 92,65%. Рамки не громадные, но приличные. Круглый вырез под фронтальный сенсор находится по центру верхней части экрана, но вот подбородок в наличии. Заявленная пиковая яркость 2000 нит у меня вообще получилась на 100% яркости при пиковой яркости, когда я на него лампой светил 2100 нит. Потом он сбросил 1900 нит, но он держал их долго. Плотность пикселей 395 ppi, частота обновления экрана максимум 120 Гц, плюс есть режим автоматического подбора частоты. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат. На 10 касаний экран одновременно не откликается. Плюс он у меня глючил, и вообще иногда сенсор просто не отрабатывает. Притом на стриме, когда мы его прожаривали, такой беды не было. Обнов никаких не приходило. Сейчас что сенсор разблокировки работает не очень, что сенсор на самом экране через раз. Показатели шума вы видите на экране, все очень плохо. Always on Display на борту, но у меня почему-то Always on Display упорно на нем не работает. Может быть, какая-то особая настройка конкретно в этом аппарате. Разблокировать можно экран при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает корректно и быстро, но внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер отпечатков пальцев работает отвратно, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, и при этом можно завести 5 других отпечатков пальцев. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 7050, ничего не меняется у Realme, да, с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,6 ГГц, графический процессор обвесом Mali G68, MP4 для охлаждения используется система с паровой камерой площадью в 4357 мм квадратных, оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128, 256 ГБ или 512 ГБ. Система Realme UI версии 5.0 на базе Android 14 версии. По связи смартфон поддерживает Wi-Fi 6 серии, 5G сети, 4G сети и ниже. Для 4G сетей все бенды на борту. Датчик приближения срабатывает стабильно, хорошо и без нареканий. Для бесконтактной оплаты установлен NFC-модуль на 360 градусов. По навигации смартфон показывает точность в 1 метр. Но напоминаю, что по позиционированию и навигации с GPS намного лучше работают процессоры от Qualcomm, по моим тестам. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 37 минут по автономности. Work Performance 12271 балл, и это неплохо. Realme 12 Plus поддерживает быструю зарядку до 67 Вт, как вы уже поняли, и заряжается он от 0 до сотки в среднем у меня за час. Может быть, батарея раскачается там через месяца 2, но я его заряжаю уже не первый, не второй, не 10-й раз. Быстрее, чем за час не получалось. Час 0,1, час 0,2, час. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости экрана у меня в среднем уходит 4%, иногда 5%. В играх за час уходит в среднем 24-30% заряда, но играть с ним то еще удовольствие, точнее удовольствие 0. 7050 в этой реализации с этой прошивкой, я не знаю почему, но работает хуже, чем когда-то работали смартфоны на этом процессоре, хотя по идее железо лучше, ПО лучше, но вот так. Смарт будет греться, тач будет отваливаться, и вот эти все прелести, о которых говорят любители Qualcomm и хейтеры МТК, они здесь у меня присутствовали. У вас, возможно, если вы любитель МТК, они будут отсутствовать. Перейдем к тестам. В тесте на стабильность планировщика смартфон выдает следующие результаты. 242 гипса минимально, максимально 269 и в среднем 250 гипсов на 100 потоках при 50 минутах. В Geekbench 6, что он выбивает, и что он выбивает в 3D Mark, в Antutu вы видите на экране. В Antutu выбивает 600 с лишним тысяч баллов, это неплохо. По Storage тесту тоже все хорошо, 70 с лишним тысяч. Стресс-тест он прошел опять же хорошо, но здесь нечему тротлить, хотя с другой стороны вроде бы тесты все огонь, хорошо прошел, без всяких морозилок, но в игре, повторяюсь, грелся и тач отваливался. Это показатель. Показатель — это съемка, сейчас вы увидите его примеры, и показатель — это как раз игровые возможности. Вы можете не делать ни того, ни другого, но это показатель стабильности всей системы и то, как реализован здесь конкретно процессор и как у него идет взаимодействие с остальными элементами, включая теплоотведение. Установлен здесь основной сенсор Sony LYT600 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.9 и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS максимальным. Далее есть сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, цифровой стабилизацией углом обзора в 112 градусов и последний сенсор макро на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. С фронталки установили на 16 мегапикселей сенсор с апертурой 2.5, цифровой стабилизацией и максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 FPS. На борту много различных предустановленных функций и режимов. Несмотря на это, можно сказать, что сверхширик качественных фотоснимков не делает, да и в целом, что по
видео, что по фотосъемке смартфон показал себя, с другой стороны, неплохо. Только с основного сенсора в дневное время суток с хорошим освещением. Примеры фото и видео вы сейчас увидите, как и сравнение с Samsung A35, у которого на фронтальной камере доступно разрешение 4К 30 FPS. 4К 30 FPS, съемка с двух рук. Держу сначала с марта и потом, как любят продавцы, максимально плавно веду. Хотя большинство покупателей вряд ли будут как будто под определенными веществами супер медленно водить смартфоном. Хотя кто-то из-за звездами в фиксированном состоянии на фотографиях часто наблюдает в положении, в котором я бы не смог стоять. Примерно так вы сможете снимать на Realme и Samsung плюс-минус одинаковых ценовых категориях. Но по мне Samsung вытягивает больше информации на горизонте. Опять же, надо смотреть вблизи. Давайте зумы посмотрим. У Samsung X10, у Realme тоже X10 максимум. И Realme, по мне, на зуме менее предпочтительный. Шумов и там море, но сам по мне вытягивает больше из темных участков. Но мы сейчас проверим еще на объектах попроще. Да, вот, допустим, номера у машины чуть-чуть отчетливые. Опять же, это мне так на экранах смартфонов кажется. Вполне возможно, что когда мы будем смотреть не на экраны смартфонов, а вы будете видеть это все дело уже на экранах мониторов, все будет довольно близко и, возможно, даже будет выигрывать Realme. Съемка на ультраширик стандартна для этой ценовой категории, к сожалению, не только для этой ценовой, в 1080p 30 FPS максимум. И вот такое мини-сравнение ультрашириков. И самое интересное, это фронталка, но не то, что Samsung выкручивает цвета, у меня уже блеклый синий цвет у рубашки, и здесь однозначный лидер Realme, с одной стороны. С другой стороны, учитывая, что ладно, он выкручивает контраст, но с балансом белого у него все равно поприятнее все у Samsung. И фронталка однозначно на голову по мне выше, даже в этих 1080p. В 1080p. У Samsung 4К 30 FPS, поэтому и выше. Дело было не в бобине, просто Саше надо поспать не 4 часа как-нибудь. В общем, 4К 30 FPS на 35-м уделывают в нули. Почти в нули, потому что по цвету, повторяюсь, Realme ближе. Ну что, Samsung 4К 30 FPS против Realme 12+. Те же 4К 30 FPS для съемки ночью должно быть самое то, но у одного шумов море, но он, видите, сколько вытягивает, если я говорить про Samsung. А у Realme шумов меньше, но и информации, соответственно, конкретным образом меньше. Плюс искажение цветов у Realme больше. Опять же, это мое субъективное мнение. И два ультраширика 1080p 30 FPS. Тоже не особо полезная тема. Но, чтобы вы понимали, что она не особо полезная в этих условиях, как раз отлично поснимать чуть-чуть, и вы все сразу поймете. Так, теперь видеозапись и попробуем сделать зумы. То есть сделаем зум X4, допустим, для примера, на Samsung и на Realme. Понятно, что это все неразумно с точки зрения ночи, но вот здесь Realme значительно выигрывает, пусть даже и все в шумах, опять же по мне. Но очень странно у Realme X4. Ну ладно. В целом вот так. И фронталка 1080p 30 FPS. Те же самые локации. Проверка на roaming shutter. Вот так. Свет бьет мне в лицо.
Сейчас нет. Ищем легких путей. Камеры протерты. И Realme за 19 против Samsung A35. Я, кстати, даже не знаю, сколько он стоит. Но снимает он прям вообще неплохо, по мне. Я бы очень хотел A55 с 35 в лоб сравнить. Есть ли смысл приобретать что-то дороже, когда можно взять его? Но, кстати, есть, потому что смотрите, как пересвет ловит Sam's. Ну, вот я здесь вижу, что Sam's очень сильно проигрывает. Может быть, я не прав. И вот там много шумов. Очень много шумов. Так сможете снимать на эти два смартфона 4К 30 FPS. Ох, что ты делаешь, Samsung? Позоришь собратьев по цеху. Единственное, на чем может оторваться Samsung, это на фронталке 4К 30 FPS. И надеюсь, что вы этого не слышали. Вот так примерно сможете снимать. И не мог не добавить немного видеошторма. Ну, такого, не шторма, ладно. Ветреные погоды, 4К 30 FPS. И вот так вы сможете снимать море не особо спокойное на эти два смартфона. Фронталка в тех же условиях. Вот. 10 секунд будет достаточно. Из света в тьму. Такой вот странный тест. 4К 30 FPS. Еще раз Realme против Samsung, на которой еще не было обзора. И вот так. В очередной раз мы сможем их помучить. Sam's как-то рвано снимает. Realme тоже рвано, но не так сильно. И давайте откровенно, чтобы понять, до какой степени большая разница между этими двумя устройствами, достаточно, первое, закрыть вопрос по фронталке. Это фронталка Realme. Притом исходники, повторяюсь, вы скачиваете у меня в личной телеге и потом наслаждаетесь. Да, здесь я выгляжу максимально плохо, но это Samsung, и небо и земля разница в качестве фронтальных сенсоров. То есть по факту, пусть A35 супербюджетник у Samsung, но Realme рядом не ходила и не дружила. Вы видели это прекрасно по примерам видео. Но на видео не так явно, потому что там волшебным их не назвать, этими примеры видео. Так, и что по ультраширикам? Давайте посмотрим сначала ультраширики. По ультраширикам мне по детализации, разумеется, больше заходит Samsung. Думаю, как и вам. И у Realme много, повторяюсь, у меня фотографий. Но ты смотришь на это, и ты думаешь, что у тебя как минимум флагман — это ночь ультраширик. Ультраширики всегда плохо снимают. Ты смотришь сюда, и здесь даже не кроп. Я просто приблизил картинку. Кропы — это когда ты вот здесь рассматриваешь что-то. Я понимаю, что кто-то будет Realme защищать и говорить, зачем кропать, фотографию надо смотреть вот так. Да даже если ты вот так смотришь, у тебя здесь качество фотографии бьет в глаза прям сразу. Но, повторяюсь, ультраширики — это всегда беда, даже у флагманов. Видите, как работа со светом у Samsung плохо настроена. У Realme ничуть не легче. Да, вообще поплыл, получается, ствол дерева. И следующее — это основной модуль. Основной модуль, разумеется, это Samsung 99%. Да, Samsung A35 и Realme. Realme много шумов, прямо отсюда видно. И это не рябь того, как он хорошо сфотографировал коня, а это шумы. С другой стороны, фокус здесь у нас был на коне, а у Realme, видите, он выцепил в картинке позади коня вот это вот металлическое сооружение маленькое. Если говорить про то, как кто вытягивал из темноты объекты, здесь, наверное, тоже чуть-чуть лучше Realme справился. Видите, у Samsung он даже поплыл. Но Samsung взял и сфокусировался на одном из объектов. В принципе, что меня полностью устраивает. В каких моментах он проиграл, я вам уже сказал, но здесь не проигрыш. Здесь просто фокус у него на коне. И все. Все эти исходники вы можете, повторяюсь, у меня скачать. Локаций было много. И в целом, если освещения достаточно, можно сказать, что все хорошо. Но вы видите, как он снимает. То есть здесь какой-то тоже кусок, он просто непонятно как снял. Еще и шумов море. Притом, если брать в целом и листать фотографии, то все тебя будет устраивать. Но здесь мыльно все. Здесь
по краям все в порядке, но вот здесь более-менее. Но ощущение от картины, что она картина, вот у меня лично нет. Может быть, вы видите какие-то другие фотографии, но я вижу фотографии уровня бюджетника за там 150-140 долларов. Надеюсь, что примерно так все это дело и будет стоить в перспективе. Потому что если смотреть в телеге, ну, либо еще какой-то другом мессенджере, и ты будешь это дело все посылать, главное, как говорится, чтобы картинка была красивая. Вот горизонт завален у меня был. Но некоторые моменты до такой степени отвратно сфотографированы, что можно сказать, что это у меня кривые руки, но по факту, и если бы в эти кривые руки попал какой-то другой девайс, допустим, тот же А35, то смазов было бы меньше. С другой стороны, у Honor этих смазов еще больше. И желание вот так разглядывать и говорить, что он там фокус не там сделал, вот он из тени ничего не вывел, вот шумов у него много. Он и не должен идеально фотографировать за эти деньги, но фотографировать он должен чуть-чуть лучше. Можно ли это дело как-то вручную допилить? Думаю, нет. С обновами будет ли лучше? Уверен, что да, потому что перспективы есть. Realme, с другой стороны, не имеют прям супер качественных фотофлагманов. Вы мне можете написать про версии GT, 6SE, еще чего-то, но на уровне, допустим, тех же последних яблок, Samsung, Huawei, тех же даже Honor, но они не снимают. У них флагманов таких нет. В целом, вот, допустим, фотография сама по себе красивая, место приятное, сможете вы снимать что-то потребное, но сказать, что у вас будет какой-то эффект вау, нет, его не будет. Это не фотофлагман, и между самсами за те же деньги и им я бы выбрал самс. Но именно по возможностям фото и видео. «4К 30 FPS», съемка с одной руки, и вот так в идеальных условиях обстановки вы сможете снимать на данный смартфон. Почему в идеальных? Все максимально просто, потому что сейчас закат, солнца не видно, освещение искусственное пока сильно не мешает, и с рассеянным светом снимать самый-самый кайф для смартфона. И вот так будет работать его фронталка. Насколько хорошо или плохо решать вам, но в целом, по мне, неплохо девайс справляется. Немного еды. Суши. Мне ни разу с них не было плохо, но лучше все равно с жары их не брать. Все-таки лучше питаться едой из помещений. Хотя, опять же, я так не делал. Специи, сладости, мясо, специи. Остановился специально для тех, кто остановись, нормально снимай, фрукты. Я иду к пад-таю. Мясо. Мясо, сосиски есть, пад-тай. Вот так. Вот этот пад-тай.
таком состоянии здесь лежат мидии. Наслаждайтесь, как говорится. Есть вариант подснять, как готовят пад-тай. Вот так его готовят. С креветками. И я это потом буду есть, да. А еще сюда иногда садятся мухи. Но не будем о грустном. Если они выйдут на связь, вы знаете почему. Альто ультраширик 1080p 30 fps. Съемка там же. Фудблогинг. Продолжение. Это тоже фудблогинг. Берутся палки и ешь, как вилка, а потом выбрасываешь. Ну что, 4К 30 FPS и даже такие смартфоны за 20 тысяч рублей я бы хотел сравнивать с чем-то. И вот такой вот фудблогинг. Можете сравнить. Разумеется, ни та, ни другая пища не является полезной, но вот так вы сможете снимать на Samsung, на который, кстати, можно переключать камеру на фронталку, и на Realme. Разумеется, продолжение фудблогинга. Ощущение у меня, что выпадают кадры у Samsung, у Realme такого нет, но, возможно, вы этого не видите с выпадением кадров. Минусы. Bluetooth чип версии 5.2, могли бы установить хотя бы версию 5.3. Поддержка зарядки до 67 Вт, нет ИК-порта, наличие подбородка, непонятно, как врубается АОТ, помимо этого глючит сенсор у экрана, плохо отрабатывает сканер отпечатка пальца. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Участвуйте в розыгрыше и огромное спасибо за просмотр. Тестировать я, как всегда, хотел бы долго и мучительно. Смотрите, что это за устройство. Это устройство, которое лично у меня по какой-то причине глючил экран. Я допускаю, что это конкретно в моей модели, хотя яркость была волшебная. У него какая-то беда с сенсором. И 10 пальцев он не ловит, и какие-то глюки начинаются рядом с металлическими устройствами. И Always on Display работает очень странно, он у меня не отрабатывает. Я беру его в руки, он отрабатывает. Когда ты его просто кладешь, у него такое ощущение, что как 10-секундный АОТ. Но, может быть, кто-то напишет, что здесь надо было сделать в прошивке. Я сколько не химичил, ничего не смог. Что мне понравилось? Мне понравилась яркость, что мне не понравилось? Что в эту 21 тысячу рублей на 12512. Лично я бы на 99,9 в периоде купил бы Poco X6 Pro за 21 с копейками сейчас на лишке. Или Redmi Note 13 Pro Plus 5G за 23 с копейками, уделывает его до такой степени по полной программе, что даже сравнивать не хочется. Если говорить о фанатах Realme, почему вы захотите его купить? Наверное, вот сейчас он в минималке 19, если он будет 17-16 стоит, я бы его захотел купить. Во всех остальных случаях он не для игр, он не про съемку. Он не про быструю зарядку, разумеется, там никаких беспроводных зарядок, еще чего-то нет. Какие у него плюсы? Супер яркий экран. Какие плюсы? Можно внутрь запихивать карту памяти. Очень-очень громкие динамики. То есть в этом смысле прям вау. Со всем остальным я бы поспорил. И если вам что-то хочется купить, вот конкретно этот смартфон по какой-то причине у меня вызывает сомнения. В первую очередь из-за каких-то объективных глюков. Ты там должен привыкать к этому сканеру отпечатков пальцев. Вот сейчас я хотел сказать, что я привык и попытался разблокировать, и не получилось. И опять не получилось. И криворук, еще что-то. Вот в остальных 400 смартфонов у меня такого не было. У каких-то было, но их было очень мало. Я уже не помню даже у кого последнего. По поводу разблокировки по лицу, даже под таким углом оно разблокирует. Но если вы чуть-чуть привыкли, допустим, к Xiaomi-шным разблокировке по лицу, либо еще каким-то смартфонам за те же деньги, но более, по мне, качественным, то у них происходит все намного эффективнее и эффектнее. То есть нет этих проскальзываний, что ты не можешь разблокировать. Отсутствие инфракрасника — это фейл, присутствие маленькой фронталки — это плюс. В целом, несмотря на то, что я все вот накидал вам, за 19 тысяч рублей ему однозначно да, для тех, кто понимает, что он покупает. И опять же, нравится вам смартфон? В линейке есть еще Realme 12, я его купил. Если брать какие-то смарты, которые я бы советовал, еще раз, Poco X6 Pro, Poco X6 может быть, но они конкуренты, хотя я бы выбрал Poco X6, Realme 12 Pro, Realme 12 Pro Plus, ноуты, разумеется. Помимо этого, я бы посмотрел, может быть, OnePlus опять выкинут 10T, помните, там еще 2 года поддержки. Ну и все. И все. Какие-то суперстарые флагманы я бы не стал брать, если у них уже поддержки нет.
Девайсу от меня, повторяюсь, за 19 не дороже. Да, но только для тех, кто понимает, какие риски несут с собой вот подобные устройства. Допустим, у Poco X6 у меня, хотя датчик приближения не глючил, в Poco X6 Pro глючил, кто поймет. Но сенсора такого отвратного я давно не видел. Добра и удачи вам, дорогие друзья!